Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это прогноз по Сатурну, который у нас 14 февраля 2026 года меняет свой знак и переходит из спокойных рыб в активного, яркого, дерзкого, мощного овна. Это движение Сатурна по Овну продлится с 14 февраля 2026 года и закончится 13 апреля 2028 года. И да, дорогие, это видео для вас. Если сейчас, например, в вашей жизни происходят такие моменты, как, например, полностью пересмотр своей жизни, чего же я хочу вообще от своей жизни, и у вас есть такая корреляция на брак, то есть вы пересматриваете еще и свои брачные отношения, тогда, скорее всего, Сатурн оказывает какое-то влияние, и это, скорее всего, напряженное влияние в ваших транзитах на первый или же на седьмой дом, то есть здесь неважно, на первый или на седьмой дом, когда мы пересматриваем себя через партнера, через брак, через официальные отношения. Если же в вашей жизни сейчас момент, связанный с финансовым кризисом, вы, например, не можете подобраться никак к деньгам, не к карьере, а к деньгам, к таким мощным финансовым историям, к стабильным, хорошему заработку, и вы не знаете, как это сделать, тогда, скорее всего, Сатурн у вас либо идет по второму или восьмому дому, либо оказывает какой-то напряженный момент, когда очень сложно, например, устроиться на работу, и вам очень сильно нужны деньги. Если в вашей жизни сейчас момент остановки оформления документов, резко остановился переезд, резко стали портиться отношения с друзьями, с родственниками. Но здесь даже не сколько друзья, сколько близкие родственники, братья, сестры, тети, дяди. То есть и остановка в переезде, какие-то сложные бюрократические моменты истории, тогда, скорее всего, Сатурн у вас сейчас в транзитах пересекает, либо идет, либо оказывает аспект на третий, либо девятый дом. Ну, то есть они вместе. Третий, девятый дом – это парные аспекты всегда. Если сейчас в вашей жизни много чего меняется, и вы в прямом смысле пересматриваете свою жизнь в большом ключе, я, моя семья, моя карьера, моя реализация, и опять же, здесь все зависит от того, ваша реализация – это фриланс или это устойчивый, стабильный график, работа в большой, крупной, мощной корпорации и компании. Потому что если ваша работа во фрилансе, например, она свободная такая, более легкая и не такая а, мощная, фундаментальная, как, например, по десятому дому, да, и у вас, например, есть момент, вы не можете двигаться вперед, вы цепляете и свои отношения, свои увлечения, свои хобби, вы не знаете, как расширить свою емкость, тогда, конечно, история у вас работает Сатурн с пятым и 11 домом. То есть движение в будущее возможно только когда вы в себе, в своих удовольствиях разберетесь, в своих мощностях, своих хобби, в своих действиях и нацелите такой большой мощный план на жизнь, ваше окружение и тому подобное, ваши горизонты. Но если, конечно, вы пересматриваете свою жизнь очень сильно, мощно, кардинально, в вашей жизни уходят, приходят новые члены семьи, родственники, тогда, скорее всего, Сатурн оказывает влияние на ваш четвертый, десятый дом. И этот момент может быть как на напряженном аспекте, так и на гармоничном. Многие любят говорить, что Сатурн – это такая сложная, напряженная планета, которая заставляет нас вырабатывать долг и ответственность. Ну, во-первых, Сатурн нас ничего не заставляет. Сатурн – это просто планета, которая характеризует, что на определенный момент времени вот здесь человек либо терпит какие-то ограничения ради большой цели, но его в этом, как правило, никто не заставляет. И многие взрослые люди делают этот выбор сами, потому что прекрасно таки понимают, что сейчас нужно, наоборот, углубиться в работу, либо углубиться в семью для того, чтобы не произошли определенные моменты своей жизни, чтобы не случилось непоправимое. Ну, например, сейчас время не тратить, а наоборот собирать, складывать ради большой какой-то высшей цели. Потому что истории, связанные с Сатурном, это приобретение недвижимости, это когда мы берем новую должность, это когда мы зарабатываем больше денег. Опять же,
Это не красивые слова наших дивидендов. Мы хотим в прямом смысле физический, материальный результат вложенных своих действий. Когда мы перестаем быть легкими и воздушными, мы усложняемся, мы принимаем свою взрослость, свою зрелость, и нас это не пугает. Мы позволяем себе быть четкими, мы позволяем себе быть немножечко, кто-то скажет злыми, а кто-то скажет, я наконец-то выстраиваю свои личные границы и понимаю, что когда я сплю, я хочу спать, а не решать рабочие вопросы. Когда я хочу спать, я хочу спать, я хочу отдыхать, то есть я выстраиваю первое и очень важное для меня, это режим моего дня, на котором будет строиться вся моя жизнь завтра. Опять же, к этому, как правило, с трудом приходят в раннем возрасте. Первый такой мощный момент в жизни – это кризис среднего возраста, 29-30 лет, когда первое возвращение Сатурна. Следующий такой очень мощный вопрос – это в 60 лет, 58, 60. Почему диапазон? Потому что в какой-то год по-разному движется Сатурн. Кризис может наступить, там, например, в 29, в 29,5, либо же в 30 лет. О чем это кризис? Когда мы не поднимаемся выше, ну, например, вы были заядлым холостяком, и у вас все в жизни было вот так легко, и вот вы в возрасте 28 лет понимаете, что как-то наигрались мы в этих легких отношениях, и нам хочется нечто большего. Вы строите семью, и тогда, как правило, кризис проходит мимо вас, потому что вы взяли вот эту взрослую ответственность, то есть вы начали вырабатывать ответственность, то есть вы уже не просто один в этой лодке своей жизни, вы уже с кем-то, вы с кем-то советуетесь, вы умеете устроить вот такую, какой-то менеджмент своей жизни строить, вы уже не один, вы уже договариваетесь, и вы уже начинаете решать проблемы как минимум в семье, такой маленькой ячейки общества. Если вы в районе 30 лет берете новую должность выше, то понятное дело, для того, чтобы уже управлять людьми, то есть нужно выстраивать менеджмент, то есть вы ограничиваете себя в каких-то понебратских отношениях, и вы уже идете больше. Естественно, как результат этого, да, не сразу может быть, но это другие финансовые успехи, в прямом смысле другие суммы денег за ваши вложенные труды. И вложенных трудов уже больше. То есть понимаете, о чем я говорю. Но, к сожалению, мы сейчас живем в таком интересном обществе, которому не всем будет популярно это видео, потому что это же захочется как-то увидеть, что Сатурн переходит в Овна, все надо делать быстро, как-то ярко, чтобы тебя заметили, это про самоидентичность и тому подобное. Оригинальная интерпретация знака Овен – это делать. Устал, но ты продолжаешь делать. Делаешь, даже когда ты думаешь, что вот зачем это мне нужно, но ты возвращайся к себе, к своему плану. Как я люблю говорить, вот эта книжечка, у каждого она выглядит по-разному, но это то, куда мы записываем все то, что мы хотим, и мы сами понимаем, для чего нам это нужно. Это когда мы строим карьеру, потому что мы понимаем, что нам хорошо, когда у нас есть определенная свобода, мы знаем, где мы вырабатываем вот эту ответственность и что нас дисциплинирует. Понимаете, о чем я говорю? Да, для кого-то Сатурн – это ограничитель, для кого-то это защита, это наши принципы, это наши границы. И согласитесь, невозможно быть ответственным человеком и занимать определенную должность, если у тебя нет принципов, если у тебя нет четкого понимания своего поведения, если у тебя нет вот таких историй, когда ты убираешь свои глупости. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть, естественно, с человеком безответственным строить семью неинтересно. Почему? Потому что он будет всегда находиться в позиции ребенка. А родитель и ребенок в отношениях, в браках, в семейной, личной, сексуальной жизни, эта история так себе работает. У одного будет однозначно неудовлетворенность, у кого-то будут детские эмоции, это будет вот такая вот история. Поэтому хочется в современном обществе всем равноценного партнера. Но большинству людям не хочется быть полноценным партнером, а хочется получать. Вот здесь и бывает сбой.
Также потрясающее качество Сатурна – это уметь отсекать лишнее, отсекать лишних людей от своей жизни. Люди, с которыми вы реально понимаете, что вам не по пути вообще никак. То есть здесь не обязательно вы на одной должности работаете. Вы понимаете, что у вас с человеком разные принципы по жизни. И эту историю нужно тоже очень хорошо понимать. То есть отсутствие принципов это не может быть, то есть это и может быть как и плюсом, но это большой жирный минус, когда ты множество лет, например, в браке, и ты хочешь уже получать какие-то гарантии и понимание, что с этим человеком у вас будет там, например, зрелый возраст или старость вообще на других активных, ярких, интересных эмоциях, потому что у кого-то не будет бесконечных эмоциональных качелей, желания попробовать и здесь, и ни во что не вложиться, точно так же и в работе, и в взрослой жизни. И это, знаете, такая большая красивая ложь в социальном обществе сейчас, что мы не любим Сатурн, мы не любим ответственность, мы хотим в легкости, но все хотят эту легкость по отношению к себе. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому все те, кому захочется повзрослеть, конечно же, придется все-таки прийти к энергиям Сатурна, а это план, это действие, это режим дня, сна, отдыха, питания. Невозможно иметь красивую фигуру, если ты в нее не вкладываешься. Ну вот так. Вот до 40 еще можно как-то иметь хоть и в принципе не толстое тело, но потом начинает все провисать. Невозможно не заниматься своим скелетом, позвоночником и зубами, и все это будет находиться просто так. Невозможно выглядеть красиво, не ограничивая в себя в лохматости, в лежании постоянном на диване. То есть красоту свою тоже нужно создавать. Так Сатурн – это планета, которая создает. То есть и если вы работаете с энергиями Сатурна, то вы можете создавать все, что вы хотите. Семью, воспитывать детей, то есть создавать новых людей. На гармоничных аспектах Сатурна планомерное рождение детей – это очень хорошая история. Сложная история на напряженных аспектах, естественно, да, потому что у людей очень много ограничений в голове. Но если мы начинаем верить в свои силы, сила воли, прокачиваем свой дух, свою мотивацию, тогда мы понимаем, что даже на напряженных аспектах можно двигаться дальше. Мне на днях оставили ответ у меня на канале, кто-то заказывал где-то у другого астролога, я поняла по картинке, что у меня не заказывали, что это было заказано не у меня. Заказывали соляр, прогноз на год, и там был деструктив, то есть там было как-то сложный прогноз, астролог сказал. У меня всегда на это есть ответ. Но вы же видите, что вам сказали, что у вас сложно. Вот если вы ничего не будете делать, это сложно будет проживаться еще тяжелее, депрессивнее. А если прикладывать усилия и вот это избежать, ну то есть прикладывать усилия, свои максимум действия для того, чтобы это изменить, то как минимум результат будет 50 на 50. Либо вы вообще это проскочите. Но напряженные аспекты, которые есть у нас, опять же, это история того, что в других методах прогноза, не в соляре, это могут быть гармоничные аспекты, понимаете? Но кому-то нужно устроиться на работу для того, чтобы первые месяцы там пострадать и потерпеть. Кто-то женится на напряженных аспектах и страдает, и не может понять. Сложно, тяжело, не как в обычной жизни. Говорили, что это красивая сказка, а на деле все не так. А потом, когда человек понял, что такое семейная жизнь, что такое ответственность, что такое работа на себя, что такое работа в бизнесе, или же ты работаешь в найме, когда человек четко понимает рамки и границы вот этого, тогда уходит пелена с глаз, появляется вот такая взрослость, и человек осознает, какую цену он платит за все то, что он хочет. Либо он ее не платит, он уходит и берет цель попроще, поменьше. Но тогда нужно с гордостью нести свою цель, с уверенностью. Понимаете, о чем я говорю? Вот такая история. Сатурн – это умение подчиняться и уметь подчинять других людей словом, делом, выработать мотивацию. Но невозможно подчинить других людей, если мы сами себя не можем подчинить с утра, заниматься йогой, зарядкой, растяжкой или бегом. Невозможно это сделать. Поэтому, естественно, самое сложное во всех прогнозах и гороскопах нужно начинать с себя. Так вот, Сатурн, когда переходит в знак Овна, это когда мы всегда включаем свою мотивацию. Овен – это про спорт, Овен – это про действие,
Овен – это не думать о том, что другие скажут. Это делать, потому что мне надо, потому что я так решил, потому что я хочу, я делаю. Я не сижу, не страдаю. У нас за этот период будет ретроградный Марс еще, то есть управитель Овна Марс будет ретроградный. И он у нас будет ретроградным, я записала, потому что я себе много чего записала. И здесь буквально с 9 января 2027 года по 2 апреля. И да, он у нас будет ретроградный Марс в Деве и в ретроградности вернется во Льва. То есть четкость, рациональность и планомерность против моя самоидентичность, яркость, гордость, гордыня и вот этот павлиний хвост красивый. Но опять же, невозможно что-то из этого убрать. Поэтому понимайте, что у нас за эти 2 года нам нужно найти золотую середину своих внутренних собственных амбиций, желания и четких приземленных осмыслений и действий. То есть не получится как-то вот эту историю сделать очень красивой и нетрудной. Нужно рационально смотреть, что же мы все-таки делаем, не портим ли мы все-таки репутацию, от каких действий нужно отказаться, наоборот, что внедрить новое. При всем при этом ретроградный Марс, он еще закончит свое движение в соединении с южным кармическим узлом и с Юпитером. Понимаете, о чем я говорю, да? Поэтому и Юпитер очень большое количество времени будет в гармоничном аспекте Сатурна. Это вопрос решения наших социальных ролей. Поэтому я могу смело сказать, что на ближайшие 2 года все те, кто были никем, у вас есть большой, жирный, мощный шанс стать кем-то, если вы будете делать. Я не могу вам сказать, что в легкости, в медитациях, в релаксации, на ретрите. Ретриты закончатся 13 февраля. Закончится. Мода на ретриты закончится. Люди поймут, что вот эта вся легкость, она не работает. У нас там зафиналит эту историю коридор затмений 17 февраля по 3 марта, который закончится у нас на полнолунии в Деве, когда мы четко встанем и скажем себе, да, вот если до этого момента не внедрить реальные четкие материальные действия в свою жизнь, будет получаться не так радужно, как хочется. Мы все хотим, чтобы было радужно, мы все хотим в легкости, но когда у нас планеты находятся в Овне, это история яркая, огненная, амбициозная, история показательная, но действенная. Поэтому здесь, дорогие, если мы не будем действовать, мы просто будем разрушать тот уровень жизни, который есть у нас. Мы будем им однозначно недовольны. Поэтому здесь либо мы действуем, что отделяет хорошего Овна от плохого? Сейчас скажут, нельзя говорить астрологу хороший и плохой. Ну, плюс и минус. Хорошо, давайте вот так. Положительные качества Овна – это делать. Качества, которые в минусе – это не делать то, что надо. Но при всем при этом энергия никуда не девается. Она остается, и получается, что мы ходим недовольны, мы разрушаем, крутим эту энергию и разрушаем жизнь вокруг себя, такая, какая она есть. Поэтому вот такой план на ближайшие 2 года. Овны первой декады. У вас будет 2 этапа прохождения Сатурна. Овны второй декады. У вас тоже будет 2 этапа прохождения. Овны третьей декады. Это будет всего лишь один период. Один такой большой, мощный период. С 28 апреля 2027 года по 13 апреля 2028 года. Все, что я говорю про Овна, то есть максимально влияние будут ощущать напряженные, но это не говорит о том, что вы сломаетесь, это не говорит о том, что это будет на вас как-то плохо влиять. Нет. Максимально напряженное влияние будет у таких знаков, как Овен. Он отличается, он долго сидел, ждал, и вы, если посмотрите на саму видимость всех прогнозов, то Овен – это тот самый знак, который не очень любит смотреть вот такие гороскопы, прогнозы, потому что большинство Овнов не справляется со своей основной функцией. Это делать, двигаться вперед, быть вот этим локомотивом в составе поезда, который движет всех остальных за собой. Потому что Овен – это тот, кто делает, даже когда устал, даже когда сил нет, перезагрузка, отдых и снова в путь, снова в бой. Активная огненная марсианская энергия. Вместе с Овном кто будет точно так же двигаться вперед? Это весы. У весов будет большой мощный фокус
пересмотр своих отношений, пересмотр себя в отношениях. Вы либо будете разрушать свои отношения, либо будете разрушать свои принципы в отношениях, которые вы считали, что они бы должны были быть вот так, но вот так не будет работать. Поэтому здесь нужно пересматривать свои принципы, пересматривать свои границы, пересматривать свои вообще состояния. Ответственны ли вы относитесь к своей жизни или нет? Будете пересматривать свою работу, финансы, деньгозарабатывание и приходить к стабильности. То есть Сатурн заставит приходить к стабильности. И эта история немногим нравится, но согласитесь, если у вас будет регулярный стабильный приход финансов, пусть и небольшой каждый месяц, согласитесь, это прекрасная история, двигаться дальше, на фоне этого развивать свои какие-то другие проекты. Но почему-то про это не говорят. Кто-то любит вот просто вот так транслировать одну легкость, но как-то прятать вот эти вот ответственные истории. Вместе с Овном и Весами кто будут? Это другие кардинальные знаки, Рак и Козерог. Да, сейчас скажете мне, ну вот как так? Вот так. У раков будет пересмотр личной жизни, отношений, финансов в том числе, недвижимость, быт, семья, дом, фундамент вашей жизни, вашей семьи, вашего рода, ваших родственников, ваших принципов по жизни, то, как вы движетесь вперед, общаетесь с людьми, ваши личные границы и вся история финансовая в том числе, потому что мы хотим, чтобы в нашей жизни было все только вот такое эмоциональное, душевное и духовное, но мы с вами живем, дорогие, в материальном мире. Вот такая история. Козероги. Козероги с Сатурном будут, конечно же, расти. У козерогов будут сниматься вот так вот розовые очки в плане работы своего профессионализма. И если вам до этого казалось, был очень на самом-то деле, когда Сатурн шел по рыбам, он давал такой момент, когда трудная работа делалась легко, но опять же, если вы не прикладывали козероги усилия, то, скорее всего, ни к чему не пришли. Так вот сейчас Сатурн будет вас же своим управителям, дорогие козероги, проверять ваш уровень ответственности, на что вы готовы ради семьи, ради своих принципов, ради новой должности, ради того финансового потока, который вы хотите. И опять же, такая большая, мощная история с Сатурном – это вопросы здоровья. Вопросы здоровья. И вот здесь можно бесконечно пахать, работать, вкладывать, вкалывать ради финансовой какой-то истории. Но если в вашей натальной карте Сатурн находится в шестом доме, в 12 доме, то здесь вам нужно максимально внимательно относиться к своему здоровью. То есть здесь не должно быть таких внеплановых переработок. То есть бесконечно пахать до потери пульса не получится. Жизнь будет загонять вас в какую-то болезнь. По 12 дому это психосоматика какая-то. Вот будет казаться, что где-то вы болеете, какие-то симптомы, но врачи не могут это найти. А если Сатурн у вас находится в шестом доме, будет идти по шестому дому, то это такая история просто, когда вы либо перерабатываете, либо вы ничего не делаете. Вот этот потенциал Сатурна с вами живет. Вам нужно наоборот выработать вот здесь ответственность к своей работе, обязанностям и своему здоровью своего организма. Вот такая история. Что еще? Что касаемо других знаков зодиака, опять же, я расскажу по декадам, когда буду сейчас рассказывать, в какие периоды Сатурн все-таки будет оказывать определенное воздействие. И да, гармоничные аспекты от Сатурна за эти 2 года будут чувствовать знаки. Это однозначно близнецы, это однозначно львы, это однозначно стрельцы и водолеи. То есть у вас это гармоничный аспект Сатурна, дорогие, если вы, по декадам чуть позже, если вы берете энергии Сатурна и начинаете делать те дела, приходите к ответственности, которая вас раньше раздражала, начинаете делать все то, что вы откладывали на потом когда-нибудь, то есть вы становитесь Сатурном, берете хватку, берете режим дня, ставите свои принципы, не просто для других выкатываете свои требования, а сами придерживаетесь своих принципов. Дали слово, сделали. То есть, когда вы становитесь реально Сатурном ответственным человеком, тогда у вас начинает все работать, все, что связано с Сатурном. Это события складываются с деньгами, они начинают идти стабильно, регулярно и всегда идти с суммой каждый раз. Это истории повышения финансов.
это улучшение отношений в браке. Вы понимаете, какая стабильность у вас в этом здесь есть. Это новая должность, новые перспективы, горизонты, социальный статус, не просто абы какой. То есть вы можете переехать в очень благоприятный район города, почувствовать себя статусным человеком. Сатурн – это приобретение недвижимости, либо если вы не могли какое-то время продать недвижимость, например, неважно, какую-то там проблемную, даже постарайтесь на аспектах Сатурна гармоничных продать и что-то себе большее купить, интересное, для того, чтобы повысить свой статус. Понимаете, я о чем говорю, да? Для того, чтобы себя чувствовать хорошо, для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Потому что почему-то сейчас все говорят, что Сатурн, вот я вот это не люблю, а Сатурн – это наша внутренняя уверенность в завтрашнем дне. И она выражается не в виде красивых слов, а в виде материальных наших затрат и дивидендов. Понимаете, о чем я говорю? И да, знаки зодиака, у которых Сатурн будет проходить косвенно, как бы. Прямых аспектов нет. Опять же, оставляйте в комментариях дату, время, место рождения. Может быть, Сатурн сейчас влияет на какой-то дом, который я говорила в начале, да. Но это показатели, которые зависят от вашего времени и места рождения. И я строю прогноз на общей транзитной карте сейчас. Понимаете, о чем я говорю? И да, знаки зодиака, у кого могут приходить плюшки. То есть это кармические вопросики, вы где-то вот там что-то сделали, связанное с Сатурном, да, в последние 2 года, когда Сатурн шел по рыбам. И вот сейчас, когда в Овне, это будут истории, связанные как раз-таки получение той самой прибыли, возвращение каких-то таких кармических долгов в виде приятных плюшек, да, и это истории у рыб, дев, тельцов и у скорпионов. То есть, когда Сатурн будет идти по Овну, если вы вот пока он двигался по рыбам, делали что-то такое прям потрясающее сатурнянское, тогда вы получите еще результаты своих вложенных трудов. Опять же, кто хочет это делать, тот делает, кто не хочет, тот не делает. Сейчас расскажу про моменты, когда Сатурн будет оказывать на каждую отдельную декаду. То есть, если вы знак зодиака, который родился в конце месяца, где-то с 20 по 30-31 число, то вы первая декада знака. Если вы родились с 1 по 10 число, вы вторая декада своего знака. Если вы родились с 11 числа до 20 плюс-минус, да, тогда вы третья декада знаков. И вот Сатурн будет оказывать на первую декаду каждого знака влияние. Вдумайтесь, с 13-14 февраля 2026 года по как раз-таки это у нас момент, связанный, когда Сатурн уже в мае 2026 года перейдет во вторую декаду Овна. Понимаете, о чем говорю, да? И эта история, когда вот мы очень сильно хотим, чтобы у нас было еще какое-то одно окошко, но его будет очень мало. Поэтому все те, кто родился в первых 5 днях своего знака, первые 7 дней своего знака зодиака, неважно какого знака зодиака, вдумайтесь, да, то влиять на вас Сатурн, то есть все эти моменты, вопросики Сатурна влиять на вас будут как раз таки до 9 мая 2026 года. Понимаете, о чем я говорю? И потом Сатурн уйдет как раз таки во вторую декаду. На вторую декаду каждого знака зодиака, то есть всех тех людей, кто смотрит это видео, кто родился с 1 по 10 число, на вас Сатурн будет оказывать напряженное, либо же гармоничное влияние как раз-таки с 9 мая по 22 октября 2026 года. Потом как раз-таки с 23 октября по 28 января 2027 года Сатурн будет снова оказывать влияние на первую декаду. Но Сатурн там будет находиться в 8, 9, 10 градус. Это все те люди, кто родились как раз-таки на 7, 8, 9 и 10 день своего знака зодиака.
Понимаете, о чем я говорю? То есть все те, кто родился прямо в конце месяца, 27, 28, 29, 30, либо же 31 число, то есть Сатурн будет влиять на вас вот в этот период очень сильно. То есть это конец 2026 года и как раз-таки начало январь 2027 года. 28 января Сатурн переходит снова во вторую декаду Овна, и все те, кто родился с 1 по 10 число своего знака зодиака, если вы еще не запутались, не запутывайтесь. Сядьте, запишите планомерно, то есть это такой прогноз. Если вы не придете ко мне на консультацию, вы посмотрите, запишите себе вот это вот окно, когда у вас есть момент для сделки с недвижимостью. Это момент, когда у вас есть окно брать новую должность. Неважно, на напряженном она аспекте, либо же на гармоничном, потому что Сатурн может оказывать, например, ко второму дому напряженный аспект в плане финансов, вы устраиваетесь на работу на напряженном аспекте, потому что у вас очень много долгов, да, в то же время гармоничный аспект на 10-й дом, когда вам очень нужно брать эту должность для того, чтобы выработать эту ответственность. И это я только по личным показателям говорю, дорогие. Вот так в общем гороскопе, ну никак не рассказать на всех. Вы видите, я и так вот это уже очень сильно и очень много поделила. И все знаки зодиака, кто родился во второй декаде с 1 по 10 числа, с 28 января 2027 года по 26 апреля 2027 года Сатурн будет оказывать влияние на вас с точки зрения выработки ответственности, профессионализма, для того, чтобы вы выросли, стали зрелее, мощнее, активнее и профессиональнее в своих делах. То есть Сатурн у нас здесь для того, чтобы выработать наш профессионализм, для того, чтобы уметь управлять в своей семье. В какой-то момент мы управляем, но в какой-то момент нам нужно подчиниться. И только так. В обществе мы все взаимодействуем вот так. Когда мы выходим за рамки своего я, своего эго, своей гордыни, то есть мы начинаем строить социальные отношения, мы устраиваемся на работу, мы вступаем в отношения, мы выходим за рамки своего я. И там уж хотите, не хотите, менеджмент наше все. То есть мы либо подстраиваемся, либо стараемся диктовать свои правила и как-то влияем на людей, чтобы тоже уметь влиять в этом обществе. И только так мы строим свою личную иерархию в личной жизни, в профессии, в карьере и тому подобное. И с 28 апреля 2027 года по 13 апреля 2028 года Сатурн будет находиться в третьей декаде Овна и влиять на третью декаду каждого знака зодиака. То есть это ваш год, дорогие знаки зодиака третьей декады, для того, чтобы выработать свой профессионализм, построить карьеру именно со статусом, не на красивых словах, не на шике и блеске и роскоши, а именно основываясь на качестве и фундаменте вашего характера, на вашем профессионализме, для того, чтобы заявить о себе в совершенно новом ключе, для того, чтобы повзрослеть, да, для того, чтобы увидеть мир такой, какой он есть, нужна вот эта самая взрослость и приземленность. То есть для третьей декады каждого знака зодиака эта история таких больших, мощных, взрослых моментов наступает как раз-таки с 28 апреля 2027 года по 13 апреля 2028 года. Ну а потом июнь 2028 года, когда Сатурн в знаке Тельца становится в квадратуру с Плутоном, и у нас большой, мощный, глобальный финансовый кризис, про который не очень-то хочется рассказывать, но вы меня уже просите о прогнозе на 5 лет, и я вот думаю, записывать его или нет, но это та реальность, которая, знаете, такая взрослая, и она вот не очень-то популярна. Я представляю, что это видео даже смотреть не будут, но опять же, наверное, стоит попробовать проявить свой некий профессионализм. Вот такой прогноз по Сатурну. Основное и главное качество. Когда мы движемся вперед, когда мы делаем, когда мы действуем, у нас все хорошо. Когда мы понимаем, что мы взяли эту планку и мы ее не тянем, и понимаем, почему мы ее не тянем и не делаем, потому что мы перехотели, расхотелись, для нас это слишком большая, жирная, мощная цель, и мы ее даже где-то боимся. И здесь каждый распределяет свои силы. Возможно, нужно сделать шаг назад для того, чтобы эту историю как раз-таки начать проявлять еще сильнее.
У нас есть периоды ретроградного Сатурна. У нас есть периоды, когда Сатурн будет оказывать влияние на каждую декаду. То есть можно в определенный момент сделать шаг назад, подумать, отдышаться и сказать себе, что я хочу нечто большего. Но, например, у знаков зодиака, кто родился в первых 7 днях своего градуса, не будет, в первых 7 днях своего знака не будет второго этапа для аспектов Сатурна. Поэтому, если вы Овен первой декады, Близнецы первой декады, Рак первой декады, Лев, Весы, Стрелец, Козерог и Водолей родились в первых 7 днях своего знака первой декады, у вас не будет второго аспекта с Сатурном. Вы либо сейчас идете ва-банк и берете вот эту свою мощную планку, и вы поднимаетесь выше, либо вы ждете. Вот такой гороскоп, дорогие, понимаете? Хочется сказать, что как-то есть еще другие возможности, можно отложить. Не откладывайте свою жизнь, проявите свою взрослость и зрелость сейчас, и тогда у вас все будет хорошо. Сатурн – это не злая планета. Как я всегда говорю, что все хорошее приходит, если мы что-то делаем. И хорошее, как правило, само по себе не приходит, всегда приходят проблемы. Поэтому не заставляйте вашего внутреннего Сатурна делать под давлением обстоятельств, проблем, долгов, финансовых обстоятельств или же разводов для того, чтобы что-то начать делать и реализовываться. Не ждите вот такого внутреннего чувства одиночества. Развивайтесь по своему желанию, по своему велению сердца от того, что ваш профессионализм устал просто сидеть и ждать нужного момента. Сатурн переходит в Овна, и это время делать, это время действовать и как никогда решать свою жизнь. Потому что основное качество Овна – это решать, делать. Не решать задачи, примиряться, нет, делать, решать проблемы, задачи и одна за другой, и все будет хорошо. Быстро, не задумываясь, плохо, хорошо, сможем, не сможем. Постараться сделали, не постарались, договорились, постарались сделать еще, подключили нужных людей, связи. Потому что если Сатурн у вас находится в вашей натальной карте в 3-м, 7-м, в 11-м доме, в 8-м, без связи вам никуда. Если в 4-м, подключайте родственников. Если в 5-м, подключайте любимок. Если в 1-м доме, то вы сам себе, Сатурн, и подключаете всю свою силу, мощь и мотивацию для того, чтобы двигаться вперед. Ну и да, если в 9-м доме, подключайте все свои максимальные знания для того, чтобы двигаться вперед. Вот такая история. Дорогие мои, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам продуктивных, потрясающих 2 лет. У знаков зодиака 1-й и 2-й декады этот период всего лишь на год для того, чтобы максимально реализовать все то, что вы хотели. Вот такая история. Ну что, мои дорогие, я постараюсь продублировать это в тексте уже ближе к периоду, когда у нас Сатурн поменяет знак, для того, чтобы было как-то визуально воспринималось лучше. Ну а вам спасибо за то, что досмотрели это видео, оставили вопросы, я буду сейчас на них отвечать в режиме свободного времени также. Ну и, конечно же, у кого вопросов всегда больше, чем это видео, жду на личных встречах. Увидимся. Всего доброго. Пока-пока.